В одном из районов Лос-Анджелеса, где небольшие продуктовые лавки все еще сохраняют атмосферу прошлых десятилетий, ранним утром у прилавка стояли две девочки-близняшки. Им было по 9 лет, и звали их Эмма и Оливия. Тонкие пальцы сжимали несколько монет, а в глазах читалась тревога. Продавец сочувственно смотрел на них, когда они почти шепотом просили продать им буханку хлеба в долг. В магазине в тот момент случайно оказался мужчина в дорогом пальто. Его звали Ричард Харпер, влиятельный предприниматель, имя которого знали во всем городе. Он пришел по дороге навстречу просто купить кофе. Но вместо обычного утреннего шума он услышал детские голоса, полные мольбы и стеснения. Ричард подошел ближе. Его заинтересовало, почему две такие маленькие девочки стоят одни и просят хлеб в долг. Он задал им всего один вопрос, и девочки без капли жалобы рассказали свою короткую, но тяжелую историю. Они живут с мамой, которая с утра до позднего вечера работает, чтобы оплатить жилье, еду и все необходимое. Но денег все равно не хватает. Иногда им приходится пропускать обеды, а хлеб – уже редкое угощение. Миллионер был глубоко тронут. В их голосах не было жалоб, только факты и детская искренность. Он не стал задавать лишних вопросов, не начал читать нотаций. Вместо этого он достал из кошелька $2000 и протянул их девочкам. Это был не жест показного благородства, а поступок, рожденный из глубоко личного порыва, напоминание себе, что добро все еще имеет значение. Эмма и Оливия были ошеломлены и безмерно благодарны. Они побежали домой, прижимая деньги к груди, как что-то бесценное. Когда они вручили купюры матери, женщина не смогла сдержать слез. В ее глазах застыли годы усталости, тревоги и боли, но в этот момент они растворились в благодарности и вере в то, что в мире все еще есть люди, которые помогают не ради выгоды, а просто от доброты сердца. С того дня в их доме снова появился хлеб. Но самое главное, вернулась надежда. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.